Привет всем! С вами канал World Style. Самолеты являются одними из самых быстрых воздушно-транспортных средств. Огромное значение скорость имеет в первую очередь для военных самолетов, которые должны мгновенно реагировать и выполнять опасные повышенной сложности задачи. Они способны преодолевать рубеж скорости в 2000 км в час, что составляет более 2 махов. В топ-10 вошли самые быстрые истребители в мире, которые в настоящее время находятся на вооружении многих государств. Французский военный самолет «Рафаэль» открывает список самых быстрых истребителей в мире. Воздушное судно способно выполнять широкий спектр задач, как на близких, так и на дальних расстояниях. Также в его задачи входит поражение морских и наземных целей, разведка, завоевание превосходства в воздухе, нанесение высокоточного удара. Максимальная скорость на большой высоте составляет 1900 км в час. «Рафаэль» был специально разработан для французских ВМС и ВМФ компании Dassault Aviation. Истребитель принят на вооружение ВМС Франции в 2004 году. Всего произведено 145 воздушных единиц. САП ЖАС-39 Gripen занимает 9-ю строчку среди самых быстрых многоцелевых истребителей в мире, разработанный шведской компанией SAP Avmonix в 1988 году. Он был введен в эксплуатацию в 1997 году и поставлен на вооружение ВВС Швеции. Также модификация эксплуатируется и за рубежом. Gripen стоит на вооружении ВВС Чехии, Венгрии, Таиланда и ЮАР. Военный самолет может быть использован как штурмовик, разведчик и истребитель. На большой высоте он способен развивать максимальную скорость до 2200 км в час. Компанией выпущено порядка 270 воздушных единиц ЖАС-39, 204 из которых эксплуатируются исключительно в ВВС Швеции. Многоцелевой военный самолет МиГ-29 – один из самых быстрых советских истребителей. Максимальная скорость воздушного судна при большой высоте составляет порядка 2415 км в час. Истребитель способен взлетать и садиться на неподготовленные аэродромы со слабо развитой инфраструктурой для обеспечения полетов. МиГ-29 применялся во многих военных конфликтах и хорошо зарекомендовал себя как защитник неба. Истребитель может вести активный бой и при этом выполнять активные маневры. Он способен выполнять перехват самолетов-разведчиков даже на очень низких высотах. Производство МиГ-29 продолжается и по сей день. Всего выпущено более 1500 воздушных единиц. Среди самых быстрых истребителей в мире советский военный самолет МиГ-23 занимает 7-е место. Многоцелевой истребитель с крылом изменяемой стреловидности принимал участие во многих боевых конфликтах 80-х годов прошлого века. Максимальная его скорость на большой высоте составляет порядка 2445 км в час, что равно примерно 2,35 махам. МиГ-23 был введен на вооружение в 70-х годах и до сих пор стоит на вооружении таких стран, как Индия, Сирия и Ливан. Всего было произведено 3630 истребительных модификаций. 6-ю позицию занял немецкий «Тайфун», введенный на вооружение ВВС Германии в 2003 году. Максимальная скорость воздушного судна на высоте составляет 2450 км в час или 2 маха. Самолет маловидимый для радаров за счет использования технологии стелс. Часть корпуса самолета покрыта специальными материалами, которые не отражают электромагнитные волны. Боевой радиус в режиме истребления равен 1390 км. Многоцелевой истребитель также стоит на вооружении Великобритании, Италии, Австрии, Испании и Саудовской Аравии. На данный момент произведено около 500 воздушных единиц «Тайфун». 5-я строчка нашего рейтинга достается советскому военному судну Су-27.
Советский многоцелевой всепогодный истребитель 4-го поколения, создававшийся для завоевания превосходства в воздухе, был сконструирован ОКБ «Сухой» в 1977 году. В 1985 году самолет встал на вооружение ВВС Советского Союза. Сейчас он находится в эксплуатации в ВВС России, являясь основным истребителем. Модификации Су-27 состоят на вооружении КНР, Украины, Индии и других государств. Максимальная скорость, на которую способен самолет, достигает 2876 км в час. Всего было произведено порядка 809 таких воздушных единиц. Grumman F-14 Tomcat является одним из самых быстрых истребителей в мире. Он был разработан в 70-х годах прошлого века американской авиастроительной корпорацией Grumman. В 2006 году истребитель был выведен из эксплуатации ВМС США. В настоящее время поставляется в Иран, где и состоит на вооружении государства. Истребитель-перехватчик 4-го поколения имеет систему, позволяющую сопровождать 24 цели, а также совершать захват и запуск по 6 из них одновременно на различных высотах и дальностях. Всего было произведено 712 воздушно-военных единиц. Крейсерская скорость Tomcat достигает 2485 км в час. Американский всепогодный тактический истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle открывает тройку самых быстрых самолетов в своем классе. Он был передан в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время состоит на вооружении США, где пробудет вплоть до 2025 года. Создавалась данная модификация американской компанией для завоевания превосходства в воздухе. Максимальная скорость, на которую способен McDonnell Douglas на предельной высоте, составляет 2650 км в час. Всего было произведено порядка 1500 воздушных единиц. Помимо США, истребители эксплуатируются Израилем, Японией и Саудовской Аравией. МиГ-25 занимает второе место среди самых быстрых истребителей. Рекордные показатели, которые были зарегистрированы при полете на военном судне, составили 2700 км в час. Советский сверхзвуковой истребитель 3-го поколения создавался для перехвата американских разведывательных суден. Скорость звука МиГ-25 равняется 3,2 скорости звука, что позволяет ему поражать цели на высоте до 25 км. Военно-воздушное судно активно принимало участие во многих военных конфликтах. Сейчас истребитель состоит на вооружении ВВС России и Украины. Всего было произведено около 1200 воздушных единиц. Ну и наконец первое место. Всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31 возглавляет рейтинг самых быстрых в мире. Его основным назначением является перехват и уничтожение воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Воздушное судно поступило на вооружение ВВС Советского Союза в 1981 году. Сейчас МиГ-31 эксплуатируется в ВВС России. Максимально развиваемая истребителем скорость на большой высоте достигает 3000 км в час. Всего было произведено 519 воздушных единиц. Поразительно, какой великий путь прошли люди до момента изобретения самолетов, передвигающихся быстрее, чем звук. Возможно, настанет момент, когда творения авиаконструкторов превзойдут и скорость света. Ну а если тебе понравился ролик, ставь большой палец вверх и обязательно подписывайся на канал. До скорых встреч!